Глава 2271. Сюэран и Хэйлинь. Услышав это, пожилой мужчина слегка запнулся. «Что ты имеешь в виду, уважаемый Даос Хань? Если вы не имели в виду неуважение к нам, то почему вы приветствовали нас простым клоном?» — спросил Хань Ли. «Клон». Теперь настала очередь Мо Цзиньли удивляться. Он поспешно направил свое духовное чутье на пожилого человека, но все, что он мог почувствовать, это то, что аура пожилого человека была для него непостижима, и выражение его лица сразу же потемнело. Пожилой мужчина был несколько озадачен, и некоторое время, пристально глядя на Хань Ли, усмехнулся. «У тебя исключительный глаз, уважаемый Даос Хань, и я должен сказать, что я действительно впечатлен. Однако тот факт, что я предстал перед вам в виде клона, не должен вызывать у вас какого-либо подозрения в неуважении к вашим персонам. Да, это именно так. Не стоит думать, что я решился как-либо не угодить вас обоим. Факт моего почтительного отношения к вам двоим по-прежнему остается верным. Я уверен, что вы слышали до вашего приезда, что я в настоящее время нахожусь в уединении, и это правда. Мое настоящее тело действительно в настоящее время находится в уединении и не может встретить вас двоих, именно поэтому мне пришлось послать этого клона. По правде говоря, я планировал встретиться с Даосом Сюэранем и Даосом Хэйлинь, используя этот клон, признался пожилой мужчина в белой мантии. Выражение лица Мо Цзиньли слегка изменилось, когда он услышал это, и он уже собирался что-то сказать, когда снаружи павильона раздался незнакомый мужской голос. «Что же я слышу? Ты планировал приветствовать нас простым клоном. Где твоя искренность, брат-дух? Может быть, ты находишься в уединении на грани жизни и смерти. В противном случае, разве мы недостойны аудиенции с твоим истинным телом?» Как только голос затих, в зал вошли две темнокожие фигуры инородных существ со слоем чешуи, покрывающей половину их тел. Они оба были очень похожи внешне. У одного из них был слой зловещего малинового света, окутывающий все его тело, в то время как вокруг него вращались бесчисленные шары черной ци, образуя бесчисленные крошечные вихри, которые непрерывно притягивали потоки ци, в которой явно ощущалось происхождение из близлежащего мира. «Простите, что я не вышел поприветствовать вас раньше, друзья даосы. В настоящее время я как раз не нахожусь в уединении жизни и смерти, но, тем не менее, это уединение очень важно, и все будет напрасно, если я выйду слишком рано», — с улыбкой объяснил пожилой мужчина в белом. Мне стоит проучить тебя». Одно из чужеродных существ тут же вспыхнуло от ярости, но его товарищ прервал его и сказал. «Все в порядке, брат Хэй. В любом случае мы здесь не для того, чтобы заводить друзей, так какая разница, если это не сам брат духа? Истинное это его тело или нет, какое нам дело, пока он может дать нам то, что мы хотим. Давайте не будем тратить время на бессмысленные споры. Кстати, кто эти два уважаемых даоса, брат-дух? Вы никогда не упоминали, что пригласили других для этой сделки». Сюэран бросил холодный взгляд на Хань Ли и Мо Цзиньли, пока говорил, и даже несмотря на свои способности стадии Великого Вознесения, Мо Цзиньли почувствовал, как холодок пробежал по его спине в ответ на взгляд Сюэрана. Было ясно, что Сюэран культивировал некую секретную технику духовного чувства, которая представляла угрозу даже для существ стадии Великого Вознесения. В противном случае один только его взгляд не имел бы такого устрашающего эффекта. Что касается Хань Ли, то он остался совершенно равнодушным к взгляду Сюэрана, и два чужих существа обменялись удивленными взглядами, увидев это, после чего презрение на их лицах немного исчезло. «Позвольте мне объяснить, уважаемый Даос Сюэран. Возвращаясь к началу, вы двое даже не были первыми, кому я обратился по поводу этой сделки. Вместо этого это был уважаемый Даос Шисинь. Несмотря на то, что уважаемый Даос Шисинь погиб, уважаемый Даос Хань и уважаемый Даос Мо принесли мне его жетон, поэтому я, естественно, не мог от них отказаться. К счастью, у меня достаточно талисманов Молни Сансен для всех вас, но вам придется дать мне то, что я хочу взамен, неторопливо, но достаточно осторожно сказал пожилой мужчина. Мы двое полны решимости получить эти талисманы Молни Сансен, брат-дух. Мы сразу же бросились к нам, узнав, что вы предлагаете эти талисманы в рамках сделки, и очистили все хранилища сокровищ на нашем острове, так что скажите нам, что вы желаете получить. Если это что-то, что у нас есть, мы обязательно передадим это, серьезно сказал Сюэран. То же самое относится и к моему коллеге Даосу Ханю и ко мне. Мы также готовы сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить эти талисманы Молни Сансен, вмешался Мо Цзиньли. Хе-хе, некуда торопиться. Я сам приготовил этот духовный чай. Пожалуйста, выпейте немного, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, сказал пожилой мужчина. Брови двух иностранных существ в стадии Великого Вознесения слегка нахмурились, услышав это, но после обмена несколькими словами посредством голосовой передачи Сюэран кивнул и миролюбиво сказал. «Хорошо, я слышал, что духовный чай вашей духовной расы весьма исключителен. Такой редкий деликатес попробовать на вкус определенно не помешало бы.
Таким образом, два иностранных существа стадии Великого Вознесения также сели на два соседних стула. Маленькие белые обезьянки, казалось, были очень умными, и они бросились наливать чашку духовного чая для двух темнокожих существ, даже не требуя указаний от духовного монарха. И только когда они полностью обслужили гостей, тогда они покинули зал. После того, как Сюэран и Хэйлинь тоже выпили чаю, пожилой мужчина в белом халате наконец перешел к делу. «Я знаю, что все четверо из вас здесь ради талисманов Молнии Сансен, но прежде чем мы начнем наше обсуждение, я должен спросить, есть ли какие-нибудь редкие сокровища или материалы, которые вас интересуют помимо этих талисманов. Вы можете взглянуть в списки, которые я составил, прежде чем решить, чего вы хотите. В противном случае, как только условия сделки будут окончательно определены, их нельзя будет изменить. В этом нет необходимости. Мы проделали весь этот путь сюда специально ради этих талисманов. Независимо от того, насколько драгоценны другие сокровища, они не принесут нам никакой пользы, если мы не сможем преодолеть наши следующие небесные невзгоды», немедленно ответил Сюэран, покачав головой. Хэйлинь просто молчал с холодной улыбкой на лице, даже не удосужившись ответить на вопрос. Мо Цзиньли ответил. «Мой ответ тот же. А как насчет тебя, уважаемый Даос Хань? На самом деле мне очень интересно посмотреть, что еще ты можешь предложить, брат-дух», сказал Хань Ли с улыбкой. «В таком случае, пожалуйста, взгляните на мой список, брат Хань». Пожилой мужчина не терял времени даром и тут же взмахнул рукавом в воздухе, выпустив небольшой шар лазурного света. Хань Ли поймал шар лазурного света и обнаружил, что это зеленая нефритовая пластинка, и немедленно прижал его к колбу, прежде чем вложить в него свой духовный смысл. Все остальные немедленно обратили на него свое внимание, и через некоторое время Хань Ли со слабым вздохом снял нефритовую пластинку со лба, прежде чем бросить ее обратно духовному монарху. «Ни один из этих предметов не понравился тебе, уважаемый Даос Хань?» — спросил пожилой мужчина в белой мантии, убирая нефритовый листок. Каждый предмет в списке чрезвычайно ценен, и некоторые из них очень трудно найти даже в других мирах. Однако ни один из них не настолько привлекателен для меня, как талисманы Молнии Сансен, ответил Хань Ли. Пожилой мужчина не очень удивился, услышав это. «Очень жаль, я тоже очень уважаю эти талисманы и был бы очень рад, если бы вы могли принять замену, но, похоже, это невозможно». «Хорошо, все четверо из нас приняли решение, так что расскажи нам, что включает в себя предлагаемая тобой сделка. Ты же, должно быть, ищешь что-то весьма ценное взамен, верно?» Нетерпеливо спросил Хэйлинь. «Хе-хе, я уверен, что все четверо из вас знают, насколько ценны талисманы Молнии Сансен, предмет, который я хочу в обмен и, естественно, не будет сильно отличаться по стоимости. Однако я не уверен, что никто из вас не собирается присвоить себе этот предмет. Иначе я бы уже раскрыл, что это такое», — ответил пожилой мужчина. В твоем письме не оговаривалось никаких предметов для обмена. Вместо этого ты подразумевал, что хочешь, чтобы мы сделали что-то чрезвычайно опасное в обмен на эти талисманы. Сказав это, не стоит недооценивать нас, морских существ в стадии Великого Вознесения. Море гораздо более богато драгоценными ресурсами, чем существа малых рас, как вы можете себе представить. Мы обнаружили 7 или 8 древних жилищ в морских пещерах, и некоторые из сокровищ там не менее ценны, чем талисманы Молнии Сансен. Возможно, вы бы хотели изменить ваше мнение, если бы мы представили некоторые из этих предметов, сказал Сюэран. Я также столкнулся с некоторыми чудесными возможностями во время своего совершенствования и получил сокровища, равные по ценности талисману Молнии Сансен. В противном случае я бы не совершил это путешествие, вмешался Мо Цзиньли с уверенным выражением лица. Хань Ли просто молчал со слабой улыбкой на лице. «Я уверен, что у всех вас есть сокровища, не меньшие по ценности, чем мои талисманы Молнии Сансен. Но точно так же, как эти талисманы являются неотъемлемой частью преодоления ваших небесных испытаний, предмет, который я ищу, также касается моего выживания. Я хочу сказать, что я не променяю свои сансинские талисманы молнии ни на что другое», решительно сказал пожилой мужчина. Глава 2272. Малое царство асуров. Не нужно больше тратить время, уважаемый даосский дух. Просто скажите нам, чего именно вы хотите, чтобы мы сделали, призвал Мо Цзиньли. Хорошо, ваше желание — мое подчинение. В настоящее время мне нужна угроза времени, чтобы спасти мою жизнь, и я готов обменять один талисман Молнии Сансен на каждую нить времени. Так что вы думаете? Сказал старик в белых одеждах. Услышав это, все слегка запнулись. Но через мгновение Хэйлинь тут же вспыхнул яростью. Вам нужна нить времени. Это что, шутка? Как мы можем найти такой легендарный предмет? Нити времени — это необычные предметы, которые могли родиться только в реке времени, содержащей закон времени.
Однако не было никакой возможности, чтобы река времени могла появиться в более низком мире, таком как царство духов. Только в царстве истинных бессмертных можно найти несколько таких невероятных рек. Выражение лица Мо Цзиньли тоже потемнело, когда он услышал это. «Брат-дух, ты предлагаешь эту сделку без всякой искренности». Хань Ли, естественно, также читал о нитях времени и реках времени в некоторых древних томах, и он с задумчивым выражением поглаживал подбородок, быстро просматривая прочитанную информацию. Даже среди всех сокровищ, которые существовали только в легендах, нити времени считались чрезвычайно ценными, и их главный эффект заключался в том, что они могли продлить продолжительность жизни. Было сказано, что сила времени, заключенная в одной нити времени, могла продлить продолжительность жизни смертного или культиватора низкого уровня более чем на 1000 лет, в то время как для существ их уровня нить времени обладала невероятной способностью отсрочивать небесные невзгоды. Нить времени может отсрочить малую небесную скорбь более чем на 500 лет, а большую небесную скорбь более чем на столетие. Конечно, это были всего лишь легенды, поскольку никто никогда не видел эти нити в действии. Однако одно было известно наверняка: ни в одном из нижних миров никогда не появлялись реки времени. Может ли быть так, что духовный монарх просил этот предмет, поскольку он... Хань Ли бросил взгляд на пожилого мужчину в белом, и в его глазах появилось странное выражение. Духовный монарх усмехнулся. «Хе-хе, я бы не посмел тратить ваше время на такие безвкусные шутки, уважаемые даосы. Самые премиальные нити времени действительно могут рождаться только в реках времени, но мне нити времени такого калибра не нужны. Даже если бы вы могли найти нити времени самого низкого калибра, я бы без колебаний обменял на них талисманы молнии Сансен. Получить естественно возникающие нити времени практически невозможно, но для нас это не является невозможным. Каждый из вас вполне может усовершенствовать искусственные нити времени». Хэйлинь и Мо Цзиньли слегка запнулись, услышав это, прежде чем оба глубоко задумались. Напротив, Сюэрану, казалось, внезапно пришла в голову мысль, и на его лице появился намек на удивление. «Похоже, ты уже знаешь, о чем я говорю, уважаемый Даос Сюэран», неторопливо сказал духовный монарх. «Брат Сюэ». Хэйлинь с любопытством повернулся к Сюэрану, а Хань Ли и Мо Цзиньли молча обменялись взглядами. «Если я не ошибаюсь, вы, должно быть, имеете в виду пауков-асуров, которых можно найти только в малом царстве асуров, появившемся однажды много лет назад. Кроме этого, я не могу придумать другого места, где вы могли бы получить искусственные нити времени», — сказал Сюэран. «Малое царство асуров. Пауки-асуры». Воскликнули Мо Цзиньли и Хэйлинь в унисон, а Хань Ли озадаченно моргнул. Эти двое впервые услышали такие слова. Правильно. Паук-асура рождается с врожденной способностью контролировать пространство и время. Если вы сможете убить нескольких из этих пауков, вы сможете очистить искусственные нити времени из их ядер. Это, безусловно, будет намного проще, чем потратить много лет на поиски реки времени, ответил духовный монарх. Вы действительно говорите, что это звучит просто? Если не считать того, насколько опасно маленькое царство асуров и насколько грозны пауки-асуры, вход в это царство полностью рухнул во время битвы, которая произошла 200 тысяч лет назад, как мы можем предположить, что это звучит просто? Никто не знает, когда же получить к нему доступ. Сюэран холодно хмыкнул. Я, естественно, подготовился к этому. «Пожалуйста, взгляните на это», — сказал дух-монарх со слабой улыбкой, затем перевернул руку, обнажая шар малинового света. Хань Ли сосредоточил свой взгляд на шаре малинового света и обнаружил, что он содержит малиновый камень размером с кулак с чрезвычайно шероховатой поверхностью, пронизанной бесчисленными крошечными отверстиями. Это сердце Асуры. Откуда ты взял этот предмет, брат-дух? Выражение лица Мо Цзиньли резко изменилось при виде объекта. Сюэран и Хэйлинь тоже явно это узнали, и на их лицах тоже появилось недоверчивое выражение. Что касается Хань Ли, то он впервые услышал об этом сердце Асуры, поэтому, естественно, не проявил никакой реакции. Однако Мо Цзиньли немедленно предложил ему объяснение посредством голосовой связи. Малое царство Асура когда-то возникло в южном регионе нашего континента Тянь-Юань 200 тысяч лет назад. Царство довольно маленькое, но все в нем чрезвычайно похожи на царство Асура, которое рухнуло и полностью исчезло в древние времена. Присутствие паука Асура является одним из наиболее символических сходств между двумя мирами. Таким образом, многие люди предполагают, что малое царство асуров — это часть царства асуров, которая каким-то образом сохранилась во время распада последнего. Чтобы сражаться за это царство, несколько близлежащих суперрас вступили в ожесточенное столкновение, непреднамеренно разрушив вход в царство и заставив его снова исчезнуть. Это произошло очень долгое время назад. На этом голосовая передача Мо Цзиньли оборвалась. Понятно, так что это за сердце Асуры? Кажется, ты был очень удивлен, увидев его, также спросил Хань Ли через голосовую передачу.
Сердца Асуры — это предметы, созданные из сердец могущественных существ Малого Царства Асуров. Они содержат тип таинственной энергии, уникальный для Малого Царства Асуров, и первоначально они использовались только для усовершенствования инструментов и таблеток, но после разрушения входа в Царство Асуров некоторые люди обнаружили, что эти сердца можно использовать в сочетании с типом несуществующей древней суперформации для прямого входа в Малое Царство Асуров. Однако за это время те, кто вошел в Малое Царство Асуров, должны были усовершенствовать сердце Асуры в какое-то защитное сокровище, чтобы противостоять сопротивлению со стороны этого мира. Энергия в этом сокровище будет медленно расходоваться, и как только она будет полностью исчерпана, сопротивление Малого Царства Асуров автоматически сгонит этого человека. К сожалению, существ, обладающих сердцами Асуров в Малом Царстве Асуров, чрезвычайно трудно убить. Так что этих сердец Асуры существует не так уж много. После того, как вход в царство рухнул, почти все оставшиеся сердца Асуры со временем были израсходованы, поэтому для меня стало большой неожиданностью, что во владении духовного монарха находится одно из них, объяснил Мо Цзиньли. Услышав это, Хань Ли кивнул с задумчивым выражением лица. Пока они разговаривали друг с другом, Сюэран уже принял сердце Асуры от духовного монарха и внимательно его рассматривал. Спустя долгое время он глубоко вздохнул и спросил. «Это действительно сердце Асуры? Сколько их у тебя есть, брат-дух?» «2», — ответил духовный монарх. «2. Каждое сердце Асуры может телепортировать только одного человека в Малое Царство Асуров. Ты планируешь выбрать 2 из нас, чтобы войти в Малое Царство Асуров?» Спросил Сюэран, и выражение его лица слегка потемнело. Выражение лица Мо Цзиньли также немного изменилось, когда он услышал это. «Будьте уверены, друзья даосы, после некоторых улучшений, которые я сделал, эти сердца Асуров можно разделить пополам. Однако одно сердце Асуров содержит достаточно энергии только для того, чтобы один человек мог оставаться в Малом Царстве Асуров около месяца. А с каждой половиной ты сможешь оставаться в этом мире только около полумесяца. Я уверен, что с вашими способностями этого времени будет более чем достаточно, чтобы выследить пауков Асур, спокойно ответил духовный монарх. Это будет вопрос удачи, учитывая ограниченность времени, которым мы располагаем, холодно хмыкнула Сюэран. Если я правильно помню, вы двое обладаете родословными 2 истинных духов, шестиголового паука Кровавого Пламени и черночешуйного небесного паука-дракона, верно? Другим может быть недостаточно времени, чтобы выследить пауков Асуры, но с вашими сенсорными способностями родословной, которые помогут вам, вы должны иметь весьма хорошие шансы, ответил с улыбкой духовный монарх. Похоже, ты проделал большую работу над нами 2 сердцами, сказал Сюэран, когда холодный свет вспыхнул в его глазах и в глазах Хэйлиня. Хе-хе, изначально я пригласил уважаемого даоса Шисиня, поскольку он обладал родословной тысячеглазого злого паука, что должно было еще больше облегчить ему выслеживание пауков Асуры в Малом Царстве Асуров. Однако, видя, как он погиб в царстве старших дьяволов, я могу обратиться только к вам. К счастью, маленькое царство Асуры невелико, поэтому даже без сенсорных способностей вашей родословной у вас будут некоторые шансы выследить пауков Асуры. Если бы не это, если бы не неожиданная кончина уважаемого даоса Шисиня и тот факт, что мне срочно нужны эти нити времени, я бы даже не позволил брату Мо и уважаемому даосу Ханю участвовать в этой сделке, заключил духовный монарх. Глава 2273. Ледяной пик. Однако, видя, что уважаемые даосы Хань Ли и Мо Цзиньли пришли ко мне с соответствующим жетоном, я мог только подчиниться. Итак, я сказал все, что нужно было сказать. Готовы ли вы отправиться в Малое Царство Асуров? Спокойно спросил дух-монарх. Никто не дал немедленного ответа. Я слышал, что как только рождаются пауки-асуры, они уже обладают как минимум способностями стадии зарождающейся души, и что по мере того, как они растут, их силы быстро увеличиваются до такой степени, что они будут обладать способностями, бесконечно приближающимися к стадии Великого Вознесения, как только они достигнут полной зрелости. Есть даже некоторые пауки-асуры с исключительными способностями, которые по силе сравнимы с истинными духами. Чтобы иметь возможность усовершенствовать нити времени, нам придется убить зрелых пауков-асуров, верно? Спросил Мо Цзиньли. Ты наверняка много знаешь об этих пауках-асурах, брат Мо. Действительно, нити времени можно извлечь только из зрелых пауков-асуров, и обычно для чистки одной нити времени требуется ядра 3 пауков-асуров. Конечно, если вы встретите достаточно мощного пауков-асуров, вам потребуется только одно ядро, ответил дух-монарх. Мо Цзиньли замолчал, на его лице появилась кривая улыбка, а лица Сюэран и Хэйлиня потемнели еще больше. Через некоторое время Сюэран спросил холодным голосом. Малое царство асуров уже чревато опасностями, и зрелые пауки-асуры обладают способностью контролировать время в определенной степени, даже если они еще не совсем достигли стадии Великого Вознесения. С ними будет не легче справиться, чем со средними существами на этапе Великого Вознесения.
Кроме того, нам придется убить как минимум 3 из них, чтобы извлечь одну нить времени. По сути, мы будем постоянно рисковать своей жизнью. Не думаешь ли ты, что одного талисмана молнии Сансен будет недостаточной компенсацией таких опасностей? Я не думаю, что это так. Помимо этих талисманов, я также принес эти 2 сердца Асуры. Учитывая, насколько они редки, они лишь немного уступают по ценности талисманам молнии Сансен. Малое царство Асуры всегда было известно как место, богатое драгоценными ресурсами, поэтому вы должны получить множество наград в своем путешествии, независимо от того, удастся ли вам выследить пауков Асуров или нет. Вы можете сохранить все, что добудете во время путешествия, в качестве дополнительной награды, ответил духовный монарх. Это не одно и то же. Сердце Асуры необходимо нам, чтобы войти в малое царство Асуров, поэтому они не должны учитываться как часть компенсации. Кроме того, имея по половине сердца Асуры каждый, мы сможем остаться только в малом царстве Асуров около полумесяца, откуда у нас будет время на поиски дополнительных сокровищ, когда нас будут атаковать пауки Асуры, которые находятся на вершине сил культиваторов. Даже если по какой-то огромной удаче мы найдем какие-то ценные сокровища, это все равно несравнимо с риском, которому мы подвергаемся. На наших базах совершенствования безопасность — это самое главное. Не забывайте, что все мы хотим, чтобы талисманы молнии Сансен обеспечивали нашу безопасность во время наших следующих небесных скорбей, сказал Сюэран холодным голосом. Все остальные хранили молчание, но они явно были согласны со словами Сюэран. Брови духовного монарха слегка нахмурились, услышав это, и только после небольшой паузы он ответил. В этом случае, если вы сможете получить нити времени из малого царства Асуров, я буду готов предложить 3 сокровища на ваш выбор из списка, который я только что представил в дополнение к талисману молнии Сансен для каждой нити времени. Это последняя уступка, которую я готов сделать. Если вы все еще не удовлетворены, тогда вы можете уйти, и я найду кого-нибудь другого. Хорошо, мы заключим эту сделку. Вы подготовили формацию телепортации, необходимую для путешествия в малое царство Асуров. Мы не можем оставаться здесь очень долго, ответил Сюэран без каких-либо колебаний. Духовный монарх ответил с уверенной улыбкой. Будьте уверены, уважаемый Даос Сюэ, формация телепортации уже подготовлена, и она расположена на этой священной горе. Если вы готовы пойти, я могу телепортировать всех вас в малое царство Асуров прямо сейчас. Каково ваше решение, брат Мо, уважаемый Даос Хань? На лице Мо Цзиньли появилось нерешительное выражение, но вскоре он стиснул зубы и ответил. Я полон решимости получить талисманы молнии Сансен, поэтому я также готов войти в малое царство Асуров. В таком случае я тоже буду сопровождать брата Мо в малое царство Асуров. Однако у меня есть условие. Пожалуйста, позвольте мне определить координаты, куда мы вернемся из малого царства Асуров, сказал Хань Ли в спокойной манере. Услышав это, на лице духовного монарха появился намек на недовольство. Почему ты обращаешься с такой просьбой, уважаемый Даос Хань? Ты мне не доверяешь. Нет, просто я привык контролировать как можно больше факторов. Надеюсь, вы меня понимаете. Я знаю кое-что о телепортационных формациях, так что для меня не будет очень сложной задачей изменить координаты телепортации, ответил Хань Ли. Я думаю, это отличная идея. Я также хорошо знаком с формациями телепортации, поэтому я также установлю свои собственные координаты возвращения. Если вы не согласитесь на этот запрос, мне придется усомниться в вашей искренности, брат-дух, усмехнулся Сюэран, оценивая монарха духов с легкой улыбкой на лице. Хорошо, в таком случае вы можете сами определить координаты возвращения, но я бы посоветовал вам не устанавливать координаты за пределами территории нашей духовной расы. В противном случае, если вы вернетесь слишком поздно, я могу предположить, что произошел несчастный случай, и предложить талисманы молнии Сансен в обмен кому-то другому. Я уверен, вы осознаете, насколько драгоценны эти талисманы. Если бы я рассказал об их существовании, многие коллеги Даоса немедленно пришли бы сюда, и мне пришлось бы иметь дело с огромным числом культиваторов, сказал духовный монарх. Ха-ха, будь уверен, брат-дух, с нашими сенсорными способностями родословная вероятность того, что мы найдем пауков Асур, должна быть 70%. Через полмесяца мы вернемся, чтобы завершить нашу сделку, ответил Сюэран с довольным выражением лица. Мы с уважаемым Даосом Ханем тоже сделаем все возможное, ответил Мо Цзиньли. Хорошо, тогда решено. Оставайтесь здесь на ночь, а я пока должен буду сделать кое-какие приготовления. Завтра утром я телепортирую вас всех 4 в малое царство Асуров, сказал духовный монарх, прежде чем дважды хлопнуть в ладоши. Боковая дверь тут же открылась, после чего в комнату пробрались несколько молодых женщин в роскошных платьях. Они сделали уважительные реверансы в сторону Хань Ли и остальных, прежде чем встать по обе стороны от них. Сюэран кивнул, прежде чем подняться на ноги и уйти вместе с Хэйлинь и 2 женщинами. После этого Мо Цзиньли встал и сжал кулак в знак приветствия духовному монарху, а затем тоже повернулся, чтобы уйти. Однако, когда Хань Ли встал со стула,
он не сразу ушел. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Я хотел бы задать вопрос, но не уверен, уместен ли он». Духовный монарх был несколько ошеломлен, услышав это, но все же ответил: «Я слушаю вас, уважаемый Даос Хань. Я слышал некоторые слухи, в которых говорится, что в царстве духов с момента его сотворения был только один духовный монарх. Это правда? Сколько тебе сейчас лет, брат-дух?» — спросил Хань Ли с улыбкой. Мо Цзиньли и духовный монарх слегка запнулись, услышав это, прежде чем последний усмехнулся. «Ха-ха, я тоже слышал эти слухи, но, конечно, они не соответствуют действительности. Наша духовная раса находится в этом мире уже более миллиона лет. Хотя это действительно правда, что наши небесные невзгоды разнесены дальше друг от друга, чем у других существ, как мог один дух-монарх жить так долго?» Сказав это, я должен пояснить, что было несколько духовных монархов, которые правили в течение очень долгого времени, и, скорее всего, отсюда и пошли слухи. Понятно, это имеет смысл. В конце концов, это царство духов, а не царство истинных бессмертных. Как кто-то может жить здесь более миллиона лет? Сказал Хань Ли со слабой улыбкой перед тем, как уйти с Мо Цзиньли и двумя другими женщинами-духами. После их ухода улыбка на лице духовного монарха сразу же исчезла. Почему он упомянул об истинном царстве бессмертных? Может быть, он что-то задумал. Опять же, он не первый человек, который спросил меня об этом, пробормотал духовный монарх про себя едва слышным голосом. Затем он сделал ручную печать и исчез на месте во вспышке белого света. Несколько мгновений спустя он снова появился в форме белого света в кромешно-черном пространстве глубоко в недрах горы скрытых духов. Он обвел взглядом это темное пространство и слегка нахмурил брови, когда резко поднял рукав вверх. Сразу же появилось около дюжины световых шаров, прежде чем зависнуть высоко в воздухе. После этого духовный монарх наложил ручную печать, и шары света стали сиять значительно ярче, осветив все пространства. Примерно в 300 футах от него стояла полупрозрачная ледяная гора высотой более 10 тысяч футов, а большую часть всей горы занимала массивная золотая руна. Сквозь прозрачный лед можно было увидеть красивого молодого человека в золотых одеждах у подножия ледяной горы. Он был без сознания, а все его тело было сковано серией рунических цепей. На его глобелле была золотая руна, идентичная той, что была на ледяной горе, и дух-монарх тут же протянул руку, чтобы прижать руку к горе, в безумии выпуская из ладони нити белого света. Глава 2274. Дворец бессмертного Золотого Хана. Золотая руна на ледяной горе сразу же начала светиться сверкающим светом, а белые нити, впрыснутые в гору, сошлись, образовав миниатюрную гуманоидную фигуру ростом около фута. Миниатюрная фигурка была идентична духовному монарху как по внешнему виду, так и по одежде, а ее глаза были плотно закрыты. Затем духовный монарх постучал пальцем по своей глобелле, и полупрозрачная белая нить вырвалась вперед, прежде чем погрузиться в ледяную гору и в мгновение эко исчезнуть во лбу миниатюрной гуманоидной фигуры. Миниатюрная фигурка медленно открыла глаза, обнажив пару золотых зрачков. «Спасибо за вашу тяжелую работу, мы наконец-то на пороге успеха. После получения нити времени мы сможем значительно сократить время, необходимое для усовершенствования этого человека. В противном случае это займет у меня по крайней мере еще 10 тысяч лет на его усовершенствование, и кто знает, что может произойти за это время», — сказала миниатюрная фигурка голосом, который также был идентичен голосу духовного монарха. Это, естественно, было бы лучше, но жаль, что нам приходится предлагать эти талисманы Молнии Санцен для обмена. Эти талисманы были зарезервированы для того, чтобы помочь самым талантливым юниорам нашей духовной расы преодолеть свои главные небесные невзгоды, вздохнул духовный монарх. Ничего не поделаешь. У меня действительно были талисманы и пилюли из царства истинных бессмертных, которых нельзя найти в нижних мирах, но все они со временем израсходовались. Поэтому единственные вещи, которые у меня есть и которые могут искусить этих существ в стадии Великого Вознесения, это талисманы Молнии Санцен. Кстати, разве этот Хань Ли не один из тех, кто отважился на путешествие в царство старших дьяволов вместе с феей Тысячи Осеней и другими? Спросила миниатюрная фигурка. Это действительно он. Я не знаю, что произошло во время их путешествия в царство старших дьяволов, но он был единственным выжившим, а фея Тысячи Осеней и остальные все погибли. Вдобавок ко всему, он дошел до стадии Великого Вознесения, как только он вернулся в царство духов, и во время своей праздничной церемонии он смог с легкостью серьезно ранить существо Якшу стадии Великого Вознесения, так что он определенно необычный культиватор стадии Великого Вознесения, сказал духовный монарх с легким беспокойством на лице. Похоже, он, должно быть, вошел в пруд очищения духа и съел лотос чистого духа. В противном случае он не был бы таким могущественным. Это хорошо. Чем он могущественнее, тем больше шанс, что он сможет получить нить времени в малом царстве асуров, ответила миниатюрная фигурка. Я думал о том же.
В противном случае, если бы Мо Цзиньли сопровождал Осяа, я бы не согласился допустить их к сделке, сказал духовный монарх со слабой улыбкой. Хорошо, поскольку все идет гладко, я оставляю все тебе. Сейчас мне нужно сосредоточиться на очищении души этого истинного бессмертного. Не буди меня снова, пока они не вернутся из малого царства асуров, сказала миниатюрная фигурка. Духовный монарх кивнул в ответ и сказал с улыбкой. Мы с тобой одно существо, поэтому я также получил бы огромную пользу, если бы ты смог успешно усовершенствовать пилюлю бессмертной души. Миниатюрная фигура также кивнула в ответ, прежде чем рассеяться на точке духовного света. После этого под ногами духовного монарха сама возникла телепортационная формация, и он был телепортирован прочь во вспышке белого света. На континенте царства истинных бессмертных, который простирался настолько далеко, насколько могли видеть глаза, было бесчисленное количество фермеров в желтых одеждах, ухаживающих за хорошо организованными полями с посевами. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что лица всех этих фермеров были совершенно деревянными, и все они были чрезвычайно похожими на живых гуманоидными марионетками. На этих полях были посажены огромные посевы риса с толстыми стеблями, которые испускали невероятно чистую духовную ци, вызывая чувство обновления сил уже через простой вдох. В воздухе над полями висели облака духов разных цветов, каждая из которых была размером около акра, а на вершине облаков сидело несколько фигур в мантиях, держащих разные предметы. Эти люди либо занимали облако в одиночку, либо группами по 2-3 человека, и все они были одеты в даосские одежды, патрулируя воздух над полями, время от времени выпуская ливень дождя из своих духовных облаков, чтобы питать поле внизу. Еще выше в воздухе находилось море тумана на высоте более 100 тысяч футов, которому не было видно конца, и выглядело так, как будто оно охватило весь континент. Несколько духов птиц и духов зверей пересекали туман, неся людей в разных одеждах в море тумана и обратно. Внезапно раздался рев дракона, и в далеком небе появился синий ледяной змей длиной более 1000 футов. Синий ледяной змей в мгновение поднялся в воздух над полями, и появление такого гигантского существа немедленно вселило бы ужас и панику в сердца обычных существ, если бы оно появилось в царстве духов. Однако фермеры внизу и даосы на вершине облаков просто проигнорировали это. Лишь немногие даосы бросили на него беглый взгляд, но это было все внимание, которое оно привлекло. Увидев ледяного змея, на лице молодого даоса, которому на вид было всего 12 лет, появилось удивленное выражение. Разве это не мастер Ли? Он покинул бессмертный дворец всего несколько дней назад. Почему он уже вернулся? Пробормотал молодой даос. Похоже, он очень торопится, значит, он, должно быть, делает что-то очень важное, и, похоже, дела идут не очень хорошо, размышлял другой даос. Возможно. Силы мастера Ли входят в число 100 лучших в нашем бессмертном дворце Золотого Хана. Что может быть за пределами его способностей в этом бессмертном регионе? Если бы мы с вами могли стать учениками мастера Ли, это было бы блестящей возможностью для дальнейших достижений, сказал первый даос. Хватит мечтать. Мы с тобой ученики самого низкого уровня в бессмертном дворце. Мы, по сути, прославленные чернорабочие. Как мог кто-то вроде мастера Ли проявлять к нам интерес? Мое духовное тело готово на 70%, так что, возможно, я смогу пройти следующее испытание и стать ранговым учеником. Когда это время придет, мне больше не придется тратить время на такие тривиальные задачи, усмехнулся второй даос, глядя на нефритовый значок в своей руке с обнадеживающим выражением. Что? Твое духовное тело уже готово на 70%. Я только что достиг 50%. Похоже, мне придется усерднее работать в своем совершенствовании. Если я не смогу стать ранговым учеником в ближайшие несколько лет, меня, скорее всего, сошлют в Нижний мир, сказал первый даос с паническим выражением лица. Честно говоря, отправиться в низший мир не так уж и плохо. Помимо бессмертия, ты можешь наслаждаться всем остальным, усмехнулся второй даос. Я не собираюсь в низшие царства. Я определенно стану таким же ранговым учеником, как ты, старший боевой брат, решительно сказал первый даос. В таком случае тебе придется усердно работать, младший боевой брат. Если ты до сих пор не проявил духовное тело в течение 5 лет, стражи бессмертного дворца не собираются оказывать тебе какое-либо особое обращение, ответил серьезно второй даос. Спасибо за слова предостережения, старший боевой брат, я обязательно буду усердно работать, сказал первый даос, решительно кивнув. В тот момент, когда два даоса разговаривали друг с другом, огромный ледяной змей наверху погрузился в море тумана, а затем поднялся еще выше, мгновенно достигнув высоты в сотни тысяч футов. Туман внезапно рассеялся, и ледяной змей появился в мире, изобилующем духовной ци. Над морем тумана парили сотни гор разного размера, самая высокая из которых имела высоту в сотни тысяч футов, а самая низкая имела высоту всего 30 тысяч футов. Однако все они были покрыты экзотическими растениями и цветами, а также прекрасно построенными зданиями. Горы были соединены радужными мостами, и по мостам плыли мужчины и женщины в роскошных нарядах, представляя сцену, похожую на райский сад.
Синий ледяной змей немедленно пролетел над несколькими горами, прежде чем достичь центра скопления гор. Внизу находился огромный дворец, похожий на город, окруженный примерно дюжиной гор. Дворец был чрезвычайно великолепен, вокруг него вращались бесчисленные огромные руны, а перед массивными воротами высотой более 10 тысяч футов стояла группа вооруженных стражников в золотых доспехах. Над огромными воротами висела серебряная доска, на которой гигантским золотым иероглифом было написано «Дворец бессмертного золотого хана». Как только синий ледяной змей приземлился перед воротами дворца, он тут же превратился в худого и высокого даосского священника с темной кожей, держащего серебряную кисть из конского хвоста. Несколько стражников в золотых доспехах, стоявших перед воротами, сразу же подошли к нему. Один из них слегка поклонился и спросил голосом, который не был ни высокомерным, ни смиренным: «Почему вы посетили бессмертный дворец, мастер Ли?» «Я хочу увидеть хозяина дворца», — тут же ответил даосский священник. «Я не уверен, что это можно устроить. Хозяин дворца в настоящее время находится в уединении и не будет ни с кем видеться, если только это не по важной причине», — сказал стражник в доспехах с нерешительным выражением лица. Выражение лица даосского священника помрачнело, когда он услышал это, но как только он собирался что-то сказать, внезапно раздался авторитетный голос. «Позволь Лимину зайти ко мне. У меня есть срочное дело, которое я хочу обсудить с ним». Бронированный охранник тут же сжал кулак в приветствии, прежде чем отойти в сторону. «Да, мастер дворца. Пожалуйста, проходите, мастер Ли». Глава 2275. Даосский храм 9 начал. Даосский священник больше ничего не сказал и направился прямо к воротам дворца. Казалось, он прекрасно знаком со всем во дворце, пройдя через огромный зал и несколько длинных коридоров, оказался в мирном дворе. Во дворе росли всевозможные экзотические цветы и растения, а у входа стояли две женщины в роскошных платьях с серебряными вуалями на лицах. У женщин была светлая, как нефрит, кожа, и они были очень элегантны, но их ауры были совершенно неземными и непостижимыми. «Приветствую, я пришел нанести визит хозяину дворца», — сказал даосский священник, вежливо приветствуя двух женщин. Одна из женщин изящно отошла в сторону, чтобы избежать его приветствия, и сказала: «Мы не осмелились бы принять ваше приветствие, мастер Ли. Пожалуйста, входите, наш дворцовый хозяин уже довольно долго ждет». «Хе-хе, тогда я пойду вперед», — с улыбкой ответил даосский священник, прежде чем войти во двор. Пройдя через ароматный цветочный сад, впереди появился небольшой, но пышный луг. Вокруг луга были посажены ароматные цветочные деревья, и перед одним из этих деревьев в настоящее время стояла женщина в пурпурном одеянии, осматривая его с благодарным взглядом. «Я выражаю свое почтение хозяину дворца», — сказал даосский священник, уважительно опустив голову. «Рядом больше никого нет, так что не нужно быть таким строгим и формальным. Просто обращайтесь ко мне как к боевой тете», — сказала женщина со слабой улыбкой. «Я бы не посмел. Мы не в даосском храме 9 начал. Если бы патрулирующий посланник услышал, как я вас так зову, это было бы плохо для нас обоих», — ответил даосский священник с серьезным выражением лица. «Не слишком ли ты осторожен? Эти патрульные посланники действительно не ведут себя должным образом и порочат людей. Увы, я ничего не могу с ними поделать. Я начинаю скучать по тем дням, когда я была свободна от ответственности, связанной с жизнью хозяина дворца. Как насчет того, чтобы уйти в отставку и назначить тебя своим преемником?» — спросила женщина, и хотя на ее лице было веселое выражение лица, она излучала неописуемое чувство власти. Мой гроссмейстер никогда бы не согласился на что-то подобное, мастер дворца. Хотя регион, которым управляет наш дворец бессмертного золотого хана, несущественен в контексте всего бессмертного региона, он является основой нашего даосского храма 9 начал, и в этой области проживает бесчисленное количество бессмертных граждан, поэтому должность хозяина дворца не может быть передана кому-либо, ответил даосский священник, энергично покачивая головой. Ты точно знаешь, как мне польстить. Твой хозяин и все твои боевые дяди обладают превосходящими силами, чем мои. Почему никто из них не является дворцовым мастером? Я стала учеником твоего гроссмейстера позже, чем они, но я уже пробыла в этом бессмертном дворце более 100 тысяч лет. Не пора ли кто-нибудь освободить меня от моих обязанностей?» Женщина хмыкнула. «Хе-хе, когда ты стала учеником моего гроссмейстера, ты уже была мастером Нижнего царства, так что ты идеальный кандидат на роль бессмертного мастера дворца. Что касается моего мастера и боевых дядей, все они выросли. Они привыкли не нести никакой ответственности на своих плечах, поэтому они никак не смогут привести дворец бессмертного золотого хана к более высоким высотам, как вы», — сказал даосский священник с заискивающей улыбкой. «Я должна признать, что ваша лесть работает. Ваши мастера и боевые дяди либо имеют нулевое чувство ответственности и уходят в уединение на десятки, даже сотни тысяч лет за раз, либо совершенствуются до такой степени, что стали такими бесчувственны, как скалы.
В частности, я стараюсь держаться как можно дальше от твоего хозяина, сказала женщина сквозь стиснутые зубы, как будто только что вспомнила какое-то неприятное воспоминание. Услышав это, на лице даосского священника появилась кривая улыбка. Даже он был в ужасе от своего господина и не осмелился произнести в его присутствии ни одного лишнего слова, не говоря уже об этой его воинственной тете. «Кстати, а зачем вы пришли ко мне? Вы, кажется, очень спешили. Я видела во всевидящее зеркало, что вы собирались прорваться, если охранники не впустят вас», внезапно сказала женщина со слабой улыбкой. Услышав это, на лице даосского священника сразу же появилось серьезное выражение, и он слегка понизил голос, когда ответил. «Я пришел сюда, чтобы доложить о задании, которое грандмастер поручил мне в прошлый раз». На лице женщины также появилось серьезное выражение, и она ответила. «Понятно. Давайте обсудим это в моей духовной сфере». Как только ее голос затих, она провела пальцем по воздуху, и появился белый пространственный разлом, который затем рассеялся вспышками белого света. Окружающая среда полностью преобразилась под воздействием белого света, и появился искусно выполненный зал со столами и стульями, а также группа красивых служанок в роскошных платьях, стоящих по обе стороны зала. Выражение лица даосского священника слегка изменилось при виде служанок. «Я вижу, что ты продвинула свой духовный домен до 3-й стадии духовной формы «Боевая тетушка». Эти духи домена сейчас не очень умны, но когда они разовьются дальше, они определенно станут могущественными союзниками. Я только недавно перешла со стадии творения на стадию духовной формы, поэтому находилась в уединении, чтобы укрепить свою духовную сферу. Конечно, если бы ваш гроссмейстер был готов выйти из уединения, чтобы дать мне какое-то руководство, тогда это произошло бы куда быстрее. Садись, военный племянник, даже бессмертные инструменты патрулирующих посланников не смогут вторгнуться в мои духовные владения незамеченным. «Иди и достав свой отчет», — сказала женщина со слабой улыбкой, прежде чем сесть на стул в центре зала. «Пожалуйста, извините меня», — сказал даосский священник, тоже садясь. «Если я правильно помню, вам поручили эту задачу несколько столетий назад, верно? Достигнут ли результат?» — спросила женщина с серьезным выражением лица. «За последние несколько столетий я испробовал все виды методов, и только заплатив большую цену, мне удалось одолжить сокровища хорошего друга, чтобы выследить этого человека», — ответил даосский священник. «Пока мы можем выследить этого человека, любая цена стоит того, чтобы заплатить. Этот человек предал наш даосский храм 9 начал и исчез с этим предметом. Несмотря на то, что у нас есть значок его души, он каким-то образом смог разорвать эту связь. Даже ваш гроссмейстер сделал исключение, чтобы попытаться расследовать это дело, но его остановили несколько могущественных старейшин, тем самым сделав его усилия бесплодными. Его значок души снова зарегистрировал ответ несколько столетий назад, и он, кажется, в очень плохом состоянии, поэтому ваш гроссмейстер поручил вам эту задачу. Если бы этот предатель погиб, то он, естественно, заслужил бы такую судьбу, но предмет, который он украл, касается будущего благополучия нашего даосского храма 9 начал, поэтому мы должны вернуть его», — сказала женщина, когда в ее глазах появился намек на ярость. Сердце даосского священника слегка дрогнуло, увидев это, и он поспешно поднялся на ноги и почтительно поклонился. «Будьте уверены, боевая тетя, на значке души этого предателя появились трещины, но он, скорее всего, не погибнет в ближайшее время. Я предполагаю, что он где-то заперт, но самая большая проблема сейчас в том, что он не в истинном бессмертном царстве. Вместо этого он находится в более низком царстве. Нижний мир. Что в этом такого сложного? Просто найди его точное местоположение, затем потрать несколько камней бессмертного духа и телепортируйся к нему через нисходящую бессмертную платформу. Может ли быть так, что Нижний мир, в который он сбежал, это тот, с которым мы потеряли связь?» — спросила женщина. Действительно, боевая тетя. Этот предатель сбежал в Нижнее царство, с которым мы потеряли связь в кластере Южных царств, и мы не смогли точно отследить, в каком Нижнем царстве он находится, но мы должны быть в состоянии прибыть и исполнить приговор, вынесенный ему много лет назад. Однако в кластере Южных миров существуют сотни низших миров, и с тех пор, как тот пространственный шторм разорвал связь миров, наше истинное бессмертное царство потеряло контроль над этими мирами. По сей день мы до сих пор не можем восстановить их точные координаты, чтобы нисходящие бессмертные платформы смогли телепортировать меня туда», — вздохнул даосский священник, нахмурив брови. «Это действительно довольно проблематично. С тех пор, как координаты южного скопления изменились, люди из царства истинных бессмертных не только не смогли получить доступ к этим мирам, но и существам из этих миров стало чрезвычайно трудно подняться в наше истинное царство бессмертных. Все те, кто в последнее время смог подняться в наше истинное бессмертное царство из этих миров, обладали необычайными способностями и потенциалом», — сказала женщина, слегка сузив глаза. «Я хорошо это знаю. Широко известный бессмертный лорд Тяньшу вознесся из одного из этих затерянных царств, и не более чем за 1 000 000 лет он создал себе громкую репутацию и стал подчиненным императорского лорда Гуанфа,
— ответил даосский священник с оттенком зависти в глазах. «Хорошо, пока оставим это в стороне. Без точных координат будет невозможно путешествовать в эти низшие миры обычными способами. Возможно, мне придется пойти к вашему гроссмейстеру и посмотреть, есть ли у него какие-нибудь идеи. Учитывая ситуацию, этот предатель сейчас находится внутри, мы сможем поймать его с минимальными усилиями. Однако мне довольно любопытно, как ему удалось сбежать в эти затерянные королевства», — сказала женщина, и в ее глазах мелькнул холодный взгляд.